Буквально полгода назад самым обсуждаемым событием в сфере крипты было слияние эфира, что позволило нам увидеть первый полноценный блокчейн, который перешел с системы Proof of Work на Proof of Stake. И по словам Бутерина, это событие являлось началом пути к Ethereum 2.0, в котором будут мегабыстрые и дешевые транзакции. Но эфиру придется пройти еще через множество других обновлений, чтобы достичь конечной цели. И самым ближайшим таким обновлением будет Шанхай. Многие из вас наверняка помнят, что после слияния 15 сентября эфир не получил такого космического пампа, которого все так ждали, из-за чего сейчас инвесторы думают, что обновление Шанхай также никак не повлияет на цену. Но нет, на этот раз все может быть совсем по-другому. Поскольку слияние было чисто технологическим обновлением без прямого экономического воздействия, то Шанхай напрямую изменит спрос и предложение эфира, ведь обновление позволит вывести более 16,5 миллионов застейканных эфиров, которые накапливались с 2020 года. Если отмотать время до сентября, то эфир упал на 10% до $1470 в день слияния, после чего он торговался в узком диапазоне от $1300 до $1400 в течение следующего месяца. А вот Шанхай может наоборот привести к высокой волатильности цен в первые дни, ведь около 16 миллионов токенов станут доступными для вывода и продажи. Но неужели все так плохо, и после обновления Шанхай мы будем наблюдать, как 29 миллиардов долларов начнут уплывать из капитализации эфира? Собственно, на этот главный вопрос вы и получите ответ в этом видео. Поэтому смотрите его до конца, и вы узнаете, когда запустят Шанхай, какие новые функции будут после обновления, стоит ли инвесторам бояться краха, сколько будет стоить эфир и как заработать на этом событии. Данное видео получилось очень интересное, ведь нам пришлось проанализировать много информации, которую мы предоставили для вас в максимально простом формате. Поэтому лучшей благодарностью за нашу проделанную работу будет ваш лайк, который вы можете поставить прямо сейчас. Всем приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. На сегодняшний день запуск Шанхая запланирован на конец марта, и точной даты обновления, к сожалению, еще нет, но нам ее должны объявить уже в ближайшее время. И если вы желаете одни из первых узнать эту информацию, рекомендую вам перейти в наш телеграм-канал, где мы публикуем только все самое важное. Также в телеграм мы оставим для вас специальный пост, в котором мы рассчитали ориентировочную стоимость эфира после Шанхая, чтобы вы до обновления знали, на каком уровне зафиксируется его цена. Ссылку вы сможете найти в описании, переходите, подписывайтесь, мы вас ждем именно там. А для того, чтобы сегодня нам было проще понять, как обновление Шанхай повлияет на цену эфира, для начала давайте разберем, зачем оно необходимо и какие плюсы или, возможно, минусы оно принесет пользователям. Заранее говорю, в скучные технические подробности глубоко лезть не будем, а разберем только самое необходимое. Если мы вспомним слияние, которое провели 15 сентября, то после него Ethereum полностью перешел на систему POS, которая гораздо лучше, чем Proof of Work, ведь за счет стейкинга повышается безопасность, эффективность и, конечно же, скорость блокчейна. Вот только самого главного, чего так ждали пользователи, слияние не сделало. Речь идет о снижении платы за газ. На самом деле слияние изначально не включало в себя ничего, что хоть как-то бы повлияло на снижение комиссии сети. Тем не менее, благодаря слиянию эфиру удалось создать техническую основу и подготовить блокчейн к дальнейшим улучшениям, которые и будут направлены на снижение комиссий. И как раз таки следующим таким обновлением будет именно Шанхай. После запуска Шанхай изменит несколько ключевых функций блокчейна, и давайте кратко пробежимся по каждой. Одной из важных вещей, которую принесет Шанхай, является снижение платы за газ для блокчейнов, работающих на Ethereum. К примеру, это такие проекты, как Polygon, Optimism и тому подобное. На данный момент точной стоимости комиссии еще нет, но после запуска будет ясно, насколько упадет комиссия. И в будущем разработчики будут делать все для того, чтобы снизить ее до минимума. Далее момент, который касается скорости, ведь на сегодняшний день существует много новых блокчейнов, которые могут обрабатывать гораздо больше транзакций, чем это делает Ethereum. Так вот, после Шанхая сеть будет подготовлена к шардингу. Это когда блокчейн разделяется на более мелкие сети, и это позволит эфиру обрабатывать не 30 транзакций, как он это делает сейчас, а от 20 до 100 тысяч транзакций в секунду. Думаю, разницу вы ощущаете. Также Шанхай значительно
сильно обновит возможности смарт-контрактов сети, что упростит разработчикам создание DEX-приложений на блокчейне. Снижение комиссий, улучшение скорости, безопасности и так далее – это, конечно, хорошо, но самое главное, что мы увидим после Шанхая, это возможность выводить награды за стейкинг. По факту, начинать стейкать эфир можно было еще в 2020 году, после успешного запуска сети Bacon Chain. Это та часть блокчейна, которая работала на POS до слияния. Однако с того момента выводить эфиры, которые начислялись за стейкинг, было невозможно, то есть они были просто заморожены на неопределенный период времени. Но Шанхай решает эту проблему и добавит функцию вывода. Изначально в декабре 2020 года для участия в стейкинге нужно было иметь не менее 32 эфиров, из-за чего получать вознаграждение за стейкинг могли только крупные инвесторы или валидаторы. Но со временем множество бирж, а также площадок начали поддерживать стейкинг не такими огромными суммами, и это повлияло на количество валидаторов, которое превысило 500 тысяч штук. А согласно Galaxy Digital, не менее 75% поставленных эфиров контролируются посредниками, такими как Coinbase, Kraken или специальными платформами Lido или Rocket Pool. А также сейчас стейкается более 16 миллионов эфиров, или около 14% от общего объема монет. Такой большой размер заблокированных эфиров связан с тем, что даже кошелек MetaMask позволяет легко участвовать в стейкинге без всяких трудностей. Но сами понимаете, что даже при большом желании получать высокие проценты прибыли со стейкинга сложно, в отличие от трейдинга, где можно зарабатывать на различных новостях и событиях. Только для этого нужно заранее знать, как и когда открывать сделки. И для этого вы можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro позволяет абсолютно любому трейдеру получать качественный анализ рынка от аналитиков Coin22. За последние несколько дней рынок немного корректировался, потом восстанавливался, из-за чего участники Pro заработали от 15% на шортах XRP, от 30% на падении Solana, от 20% на росте монеты Link, и это лишь малая часть сделок за последнее время. А для новичков мы предоставляем приятный бонус в виде подробного обучения на старте, чтобы максимально быстро освоить принцип торговли и уже с первых дней начать получать прибыль. Рынок крипты не стоит на месте, и независимо от роста или падения на этом можно зарабатывать, поэтому не упускай такую возможность, а присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и начни зарабатывать вместе с нами. Если учитывать, что токены были заблокированы в течение длительного периода времени, есть опасения, что многие валидаторы выведут и продадут свои застейканные эфиры, что может оказать давление на стоимость токена, ведь около 29 миллиардов долларов будут выведены из стейкинга. На данный момент этого мнения придерживаются многие и уже чешут свои руки, чтобы поскорее открыть шорты на эфир и заработать на падении. Но для этого мы с вами здесь и собрались, чтобы понять, как это повлияет на цену эфира. Для начала давайте разберем самый худший вариант, когда практически все начнут выводить свои застейканные токены. В среднем валидаторы зарабатывали примерно 2 эфира от вознаграждений по принципу минимальной блокировки в 32 эфира. И если предположить, что 100% поставленных эфиров от валидаторов будет продано, количество монет составляет 1 миллион 34 469 эфиров. Даже если валидаторы продадут 50% своих вознаграждений, мы можем ожидать, что будет продано 553 650 эфиров. Это составляет примерно 1% от ежедневного объема продаж эфира. В зависимости от волатильности и общей ликвидности во время обновления Шанхай, это несущественная сумма для начала полноценного жесткого падения. Также мы посчитали конкретную цену эфира в случае активной продажи такого количества монет. И узнать вы ее сможете в нашем телеграм-канале, где мы сделали отдельный пост на эту тему. Напомню, что ссылка есть в описании. Но Бутери не для этого планирует запускать Шанхай, чтобы все вывели свои токены и цена эфира полетела вниз. Поэтому он все продумал заранее. На официальном сайте можно найти информацию, что полные выходы валидатора ограничены самим протоколом, поэтому только 6 валидаторов могут выходить каждые 6,4 минуты, то есть 1350 в день, или только около 43 200 эфиров в день из более чем 16 миллионов эфиров. Но, наверное, снятие средств будет чуть выше, из-за коэффициента лимита оттока, который предполагает, что 57 600 эфиров будут выводиться в день посредством полного снятия.
Вот такая история получается с выводами, потому что если бы Бутерин оставил все на самотек, последствия могли бы быть печальными. Помимо этого, есть и другие моменты, которые снизят давление на вывод и продажу эфира. Согласно данным EtherScan, в цепочке заблокировано более 16 миллионов эфиров, а это более 29 миллиардов долларов. И общий объем поставок эфира составляет около 120 миллионов, а это означает, что более 10% поставок будет разблокировано. Как я говорил ранее, минимальное требование к стейкингу составляет 32 эфира, а это полностью неликвидные токены, которые означают, что у инвесторов были ограниченные возможности для этих монет. Но ликвидные деривативы LCD позволяют пользователям зарабатывать на стейкинге, сохраняя при этом возможность продавать производные токены, полученные на вторичном рынке. Ликвидные деривативы не были популярными, пока Lido и другие протоколы не увидели приток денег после слияния. И с тех пор, как начался стейкинг, 57% поставленного эфира является ликвидным, по сравнению с 43% неликвидным. Поскольку большая часть заблокированного эфира проходит через LCD, инвесторы в настоящее время имеют доступ к ликвидности, что может снизить давление на продажу после Шанхая. Далее момент касается прибыли валидаторов. Еще в декабре 2020 года, когда открылся стейкинг эфира, его цена была от 400 до 700 долларов, но многие инвесторы начали стейкать, когда эфир был близок к максимуму в 4200 долларов. Этот график показывает, что 60% всех поставленных эфиров были заблокированы по цене 1600 долларов или выше, в то время как только 40%, которые были поставлены по более низким ценам, остаются в плюсе. Из-за коррекции эфира на 69% после рекордного максимума, многие инвесторы, которые поставили свой эфир, сейчас находятся в нереализованном убытке. С большим количеством ставок в убытке, вероятно, цена эфира может не увидеть такого массового падения, ведь этим инвесторам и валидаторам незачем продавать эфир себе в убыток, разве что только те монеты, которые были получены за стейкинг, но как мы уже разобрали, процент там небольшой. Также платформа Lido является крупнейшей организацией по стейкингу эфира. С более чем 5 миллиардов эфиров, поставленных в Lido, протокол составляет 29,2% всех организаций. Поскольку почти 55% всех поставленных эфиров принадлежат Lido, риск падения цены на эфир может быть снижен. Таким образом, вы должны понимать, что все монеты будут выводиться постепенно и не смогут оказать такого сильного давления на рынок, как ожидают инвесторы. Шанхай может стать событием, перед которым все начнут активно покупать, а в день обновления цена может скорректироваться вниз, ведь начнутся активные продажи. Но в долгосрочной перспективе обновление Шанхая предоставит инвесторам возможность стейкать эфир без такой длительной блокировки монет, что может положительно повлиять на его цену. Поэтому если вы холдер, переживать, что эфир улетит вниз из-за того, что валидаторы начнут его продавать, не стоит, так как Бутерин заранее все продумал. Но если вы трейдер и желаете заработать на этом событии, то стоит ожидать, пока разработчики объявят точную дату Шанхая, перед которой инвесторы начнут пампить цену вверх. А уже в день обновления мы сможем наблюдать снижение, так как многие начнут фиксировать прибыль. Наиболее вероятным сценарием движения цены эфира является возврат к уровню 1800 долларов в ближайшее время. В таком случае это может привести к толчку в сторону 2000 долларов. Но с другой стороны, если цена эфира упадет ниже 1500 долларов, она может продолжить падение до 1300 долларов. Однако с общим трендом рынка это будет сделать очень тяжело. В любом случае до Шанхая остается около месяца, может чуть больше. И помимо новостей от Бутерина, нам нужно внимательно следить за экономическими данными, такими как уровень инфляции в середине марта, ну и конечно же новая процентная ставка ФРС. Поэтому, чтобы не пропустить эти отчеты, следите за нами в Telegram, а также здесь на YouTube. Дополнительно напишите в комментариях, есть ли у вас в портфеле эфир и собираетесь ли вы его докупать. Также не забывайте нажимать на колокольчик и как всегда увидимся в следующем ролике. Всем пока!